Отлично. Портретик. Сейчас. А только посмотри на меня, не в окно. Ну и голову разверни чуть-чуть. Ага, отлично. Фотография в моей жизни появилась, наверное, в году 11-12. У меня была подруга, есть она, живет в Мюнхене. Она красиво фотографировала. Не коммерчески занималась фотографией, а просто вот любительски. У нее фотографии выглядели такими магическими, а в то время я не понимал как бы всю специфику фотографии, объективов, вообще всего. Я просто смотрел на картинку, и мне казалось, боже, это магия. Хотя до сих пор я смотрю на ее фотографии, и они для меня какие-то магические. Потому что она как-то по-другому видит свет, она как-то... У нее там ретро-объективы, она все это как-то прикручивает, и у нее все такое размытие и магическое. И вот после этого я пошел на курсы, как вдохновившись ее работами. Хотя как бы она там не топовый фотограф, она просто как бы моя подруга. Ага. Это было еще когда ты в Крыму? В 11 году, да, это в 11-12 год это был. Вот. После этого я пошел учиться в фотостудию, отучился и потихоньку начал фотографировать, как и все фотографы. Вот. А к стокам я пришел, я в Симферополе работал на студию, которая фотографировала для стоков. Я был штатным фотографом и фотографировал для них. И как бы там я уже начал понимать специфику стоков, хотя как бы мы просто были рабочими, мы фотографировали, как бы нам давали задания. Ну, вы должны там отфотографировать тему, там, например, гомеопатии или какой-нибудь там бизнес с планшетами, грубо говоря. И мы фотографировали как бы эти темы. Когда после оккупации я уже переехал в Киев, я решил попробовать самому поработать со стоками и до сих пор ими занимаюсь. Пашка, куколка прям. Отлично. Что для тебя удачный кадр? Не запланированный, наверное. Потому что когда есть какой-то определенный референс, и ты как бы знаешь результат, как поставить модель, как поставить это, то, все, и лицо, и руки, и ноги. А когда получается такой кадр, который ты не планировал, для меня это как раз-таки это какая-то магия, наверное. Потому что во всем остальном это больше такая рутина, ты как бы знаешь, что ты делаешь в таком кадре. Бывает даже там фотоаппарат просто как-то неправильно его повернешь, и все, и получается такой кадр, который очень интересен. Поэтому сейчас мы поиграем немного. Ну и как обычно бывает, что удачный кадр я свой еще не сделал, наверное. Есть съемка, которую я делал, наверное, на заре своей этапе фотографирования. И идея была одна, я вдохновился фильмом, называется... Боже, как же он называется? Там играет «Прерванная жизнь», я не знаю, смотрели вы или нет. Вот, этот фильм для меня был таким вдохновением в тот момент. И я сделал съемку. Она вообще, наверное, не подходит под определение этого, но атмосферу она передает. И там сложилось все. Мы приехали на локацию, в которой как бы не думали, что там она окажется такой. А там был дом, который строится. И в одной из комнат оказалось, что вообще все реквизиты, которые мы использовали, там оказались случайно. Там был матрас старый. В фильме там идет история про девушку, которая попадает в психбольницу, потому что у нее там расстройство, и влюбляется в другую девушку, грубо говоря. У них как бы даже не влюбляются, у них взаимоотношения образовываются какие-то. Это все происходит
в лечебном учреждении. И вот эта атмосфера в квартире просто сошлась так. Там был старый граммофон какой-то с пленочной камерой, там был матрас старый такой, который порванный. И вот эта съемка, которую я делал как-то там 7 лет назад, на 6, для меня вот она идеальная, потому что она не запланированная, потому что я как бы, ну, у меня была какая-то идея, но вот по атмосфере она вот удалась. Так, работаем. Угу. Я, например, стараюсь делать больше кадры такие, чтобы люди были естественными. У меня там была девушка, я фотографировал, и как я наводил на нее объектив, и она сразу делала лицо такое рабочее, как говорят, знаешь, какая у меня рабочая сторона? Такая правая, левая, там. Она такая сразу, губы такие, я говорю, что вы делаете? Она говорит, нет, я ничего не делаю. И вот я даже делал такой эксперимент, я наводил объектив, и она такая сразу, оп, и такие губки. И вот, для меня в работе максимально, как бы, чтобы люди были проще. Чтобы они не соотносили это, как бы, к работе, какую-то сложность, чтобы это было легко и просто. Круто. Отлично. Сейчас. Губки, чуть-чуть разверни. Чуть-чуть. Ага. Да, такой мечтательный взгляд. Отлично. Я много смотрю там на фотографов разных, там, киевских, украинских, международных. И все показывают, понятное дело, красивых людей. А я хочу фотографировать людей, которые обычные, и которые себе не нравятся на фотографии. В большинстве людей, даже я, например, какую-то фотографию сделаю, то я себе не нравлюсь. А мне хочется фотографировать именно таких людей, которые есть какие-то дефекты, может быть, ну, там в плане там шрам какой-то. Ну, хочу больше пойти в эту сторону. Так, чуть-чуть мы давай тут прикроем. Потому что красивых людей могут фотографировать все. Ну, мой любимый фотограф, это один из любимых, Питер Линдберг, именно фэшн-фотограф. Но я не фотографирую, как он, я даже не стараюсь пока. Потому что у него своеобразная магия была. Недавно, год назад, скончался уже. Хорошо. Так, давай переодеваться, менять образ. Вот. И Питер Линдберг, он ввел в свое время, в 80-х годах, в фэшн-индустрию простоту. Простоту среди моделей. Модели были как бы моделями, но при этом он их показывал с дефектами. Как бы у всех есть дефекты. И фотографии достаточно живые, простые. И для меня он как бы до сих пор является таким каноном среди портретной фэшн-фотографии. Он фотографировал звезд в свое время, ну и до последнего. И у него они достаточно такие. Вот именно как он показывал людей, приближенных к нам, ну, к обычным людям. Хотя посмотреть на подготовку к съемке, какое количество ассистентов и продакшена работает над этим проектом, ну, на определенной съемке, то ты думаешь, там бюджет, наверное, в миллионы. Фотография выходит там одна-две, которые в большинстве случаев в ЧБ, он снимал в основном в ЧБ. Но видно все поры, видно всю эмоции, все вообще полностью красиво. Для меня это очень вдохновляюще. А вам пока черный фон нужен будет, занавеска, чтобы не засветляло? Я часто в путешествиях фотографирую стрит-фотографию, потому что там можно выйти одному на улицу и фотографировать людей. Это для меня получаю больше удовольствия, чем постановочные кадры. Портретная фотография. Ну, это именно то, что я фотографирую для души. И поэтому я, наверное, считаю, что это мой жанр. Еду я не умею, к сожалению, фотографировать. Потому что я предпочитаю есть еду. Свадебная фотография – это вообще не мой жанр.
И часто это коммерческая полностью фотография, и ты не можешь контролировать, кто там тебя заказывает. И меня иногда спрашивают, но если мне люди не нравятся, мне сложно с ними работать. И я обычно говорю какую-то определенную сумму, которую они не реагируют. А если реагируют, то я пишу, что я занят. Обычно так бывает. Тут не поймали, тут поймали. Ну, вот он, типа Tilt Shift размывает края. Отлично. Слезай. Аккуратненько. Давай еще как-то так. Поснимаем тут. Отлично. Делай прям из-под низа на меня такой взгляд, знаешь? О, да. Чуть-чуть подбородочек выше. Ага. Отлично. Хорошо. Я недавно поругалась с одним студентом, который приходила на двери, а они упорно пытались не пропускать меня и впихивать меня обратно. Я пыталась объяснить, что человек эти выходит, Это, собственно говоря, мое любимое место. Я его называю место силы. Да, я сюда прихожу, там сижу по утрам, особенно летом, пью кофе и смотрю, как люди катаются на велосипедах. А вообще спорт в твоей жизни присутствует? Да, я хожу в зал через день. Ну так, чтобы поддерживать форму. Потому что я очень люблю янтыки. Если я не буду ходить в спортзал, то, соответственно, будет результат янтычный. А сам готовишь? Не, я хожу в Мусафир, есть янтыки, а так я вообще готовлю сам. Ну, манты, сарма. Сам готовишь? Конечно. Да. А кто мне будет готовить? Родители живут отдельно, мой папа живет в Крыму, а мама до сих пор в Ташкенте с братом старшим. Они остались там. Ташкент повлиял на твой вкус? Я думаю, что вообще нет. Я на самом деле плохо сильно помню сейчас жизнь там, потому что столько в жизни в моей поменялось относительно того, что как бы там была школа, я учился на медицинском, я хотел быть хирургом, у меня была мечта стать хирургом когда-то. И я там отучился 3 курса, но как бы дальше не пошел, потому что я переехал в Крым. И полностью моя жизнь и взгляды поменялась, и я сейчас как бы не жалею вообще, что я не стал на ту тропу медицины, которая как бы меня вела. Хотя с самого детства, я с 7 лет мечтал стать хирургом. Даже моя мама удивлялась, у меня было там несколько сложных операций там на ногу, и она говорит, после такого как можно хотеть стать хирургом? А я вот упорно говорил, что хочу, но планы меняются, жизнь меняется, и многое не от нас зависит. Когда я жил в Крыму, для меня это просто было все такое крымское. Я там очень редко куда-то выезжал фотографировать, хотя я часто ездил на море, мы часто отдыхали с палатками, выходные возле моря, в Коктебель ездили, и я там очень редко фотографировал, потому что как бы я наслаждался моментом, и для меня это было такое как бы отдых от фото. На фестивале мы ездили, на джаз Коктебель, ну это было вообще то время такое совсем другое. Относительно Киева, потому что в Киеве она такая все рутинная, куда тут не уедете, 100 километров, ландшафт одинаковый лес сосновый, все ровное, а в Крыму ты там в какое направление не уедешь, все меняется. Меняются люди, меняется море, меняется все. Я думаю, что Киев, наверное, повлиял. Я тут больше начал заниматься фотографией именно фриланс направлении, потому что в Крыму я работал, грубо говоря, на дядю, ну, на фирму, и фотографировал для них. А Киев для меня открыл дороги, которые, наверное, позволили работать самому на себя. Когда я первый раз приехал в Крым, для меня было в 2008 году первая поездка в Крым, я приехал в декабре, я помню, и было очень холодно. Был ветер, дул, мои родственники живут в Каменке, и я приехал, и в той Каменке ничего не было, кроме там степи и сильного ветра. И для меня был такой шок, куда меня привезли. Я не знаю, я, наверное, выбрал не самое лучшее время приехать в Крым, но так сложилось. И неделю не было солнца вообще.
Ну, дул сильный ветер, я сидел дома, потому что никуда не мог выехать. И ну, родственники сами приезжали. И я думаю, все, наверное, вернусь обратно туда, домой. Со всеми пообщался, можно ехать. И помню, в один день папа меня вывез на море, в Ялту. Мы ехали на троллейбусе долго, красиво. Для меня было такое впечатление, вот эти горы, хотя в Узбекистане горы намного выше. Но когда мы приехали в Ялту и вышли там с троллейбуса, и вот это уровень моря и высоких гор, для меня такое впечатление вело. И я в первый раз увидел, что такое море, что нету границ воды. И вот это меня, наверное, впечатлило, и вот после этого я, наверное, решил попробовать пожить. Я не решил приехать, я, наверное, решил остаться. Вот. Я на полгода остался, и после этого начал потихоньку как бы делать документы, получать гражданство. Да, я очень скучаю по Новому Свету, даже не по Новому Свету, а по бухтам. От Судака, если ехать в Новый Свет по вот этой узкой дороге, там внизу можжевеловые бухты есть, и где мы стояли в палатках, с палатками. И я вот скучаю, наверное, больше по этим местам, потому что они дикими считаются. И он вообще был заповедник, мы там давали леснику денег, чтобы стоять с палатками, потому что там было запрещено. И по этим местам я больше всего скучаю. И по Коктебелю. Для меня Коктебель, сентябрьское время Коктебеля было это вот такая магия, потому что там был фестиваль «Джаз Коктебель». 2 даже фестиваля был, там Blue Bay был, и потом второй сразу через неделю «Джаз Коктебель». И мы на эти фестивали все ездили, танцевали. Ну, это была такая атмосфера, которой ты отдыхаешь, наслаждаешься. Ну, больше всего. А в принципе Крым, я вот так подумал, что Крым можно найти везде. Ну, если вот по ландшафту смотреть, то все везде, где я не ездил, я везде себя ловлю на мысли, что очень похоже на Крым. Крым вот вместе с тобой как бы ездит, ну, вместе со мной, наверное. Как бы там юг Турции очень похож на Крым. Был я в Португалии, там некоторые места тоже очень похожи на Крым. И вот это, когда ты едешь на машине, такой, боже, тут же смотри, как в Бахчисарай, когда ты едешь. И как бы все везде ловлю себя на мысли, что Крым, наверное, путешествует вместе со мной. Проблема в путешествиях во время коронавируса, что сейчас очень сложно куда-то выехать. Особенно в Европу куда-то. Ну и вся Азия, в принципе, закрыта. И вариантов куда-то выехать очень мало. Это с Украины сейчас, наверное, Турция, Албания, Танзания и карибские страны парочку вместе с Бразилией. Вот, это вот единственные варианты, куда можно выехать. А так, в принципе, кроме того, что ты какая-то есть безопасность в аэропорту и тебя заставляют носить маски везде, то, в принципе, путешествия во время пандемии ничем не отличаются. И здесь очень много туристов, и тут вообще не чувствуется, что где-то пандемия, ты выходишь с аэропорта, как будто ты попадаешь в другую реальность, где люди приехали отдыхать, забыв о том, что у нас есть какие-то ограничения в нашей стране. В путешествиях я часто фотографирую людей, занимаюсь стрит-фотографией. Стараюсь каждый раз брать фотоаппарат, но это не всегда получается, потому что часто сейчас фотоаппарат привлекает больше внимания, чем мобильный телефон. И я периодически перехожу на фотографирование на телефон и делаю более удачные, наверное, кадры, потому что люди меньше обращают внимание. Я фрилансер, и я имею возможность выбирать работать там, где я хочу, что мне позволяет путешествовать и наслаждаться жизнью. Вот. Я думаю, что каждый может выбрать занятие, которое ему будет по душе, которое ему будет давать свободное время, и он сможет больше путешествовать, наслаждаться жизнью, потому что, сидя в офисе и работая постоянно на одном месте, мы упускаем возможность наслаждаться красотой этого мира.
Ну, на самом деле, Занзибар, особенно вот эти все туристические места, которые там города, они... Ну, у них есть африканская эстетика, все отели, в принципе, в том даже, где мы жили, они такие с африканской такой ноткой есть. Люди там очень неприветливые, я бы так сказал, и очень плохой сервис. У них есть любимое слово «поле-поле». Это означает типа slow down, ну, типа медленно. И у них все поле-поле. Они все выполняют поле-поле. Ты в ресторане можешь заказ ждать 1,5 часа минимум. Там пиво или какой-нибудь фреш тебе приносят 40 минут. И ты первые 3 дня нервничаешь, как бы, как ты, блин, хочешь голодный, пришел поесть. А потом мы уже приходили заранее, и уже тоже поле-поле были, потому что как бы ты проникаешься этому поле-поле. Солнце светит, они на пляже лежат местные, им как бы тоже поле-поле. Работать никто не хочет. И ты тоже такой же поле-поле, приходишь в ресторан. Ну и люди другие, колоритные. Там есть население Масаи, называются. Они вообще живут на материке в Танзании. И они там типа под защитой находятся. Но они приезжают на Занзибар зарабатывать, развлекать туристов. Но это очень интересные люди. Они выглядят по-другому. У них строение тела другое. Цвет кожи у них очень интересный. Ну, есть на что посмотреть. И короны там нету. Коронавируса как бы вообще никакого. Люди даже, мне кажется, и не знают, что такое корона. Ну, потому что у них там своих болезней полно. Куда ни чихни, там малярия, желтая лихорадка, эбола и все остальное. Даже президент их, который недавно умер, кстати, он тестировал тесты на коронавирус на папайе и на манго. У них даже там шутки ходят про то, что эти тесты показали положительный тест, когда он тестировал их на папайе и на манго. Они были положительными. Он сказал, что типа ваш коронавирус-то все выдумки, типа у нас нету. Ну вот он умер недавно, неизвестно от чего, как-то замалчивают. Скорее всего, может быть, даже от короны он и умер. Магия современных фотоаппаратов – это то, что ты снимаешь втихаря. Сейчас старый фотоаппарат берешь, там не Canon свой, где нету затвора электронного, там, конечно, чок такой, что когда ты идешь по улице, все таки ого, где, кто снимает. Сразу тебя палит. А ты такой, а, кто, где? Как бы его и не спрячешь, такой раз. Поэтому мне нравится снимать даже на iPhone сейчас, в наше время, на телефон, потому что ты как бы... У людей всегда в руках телефон. И никто не обратит на тебя внимания, когда ты делаешь какой-то кадр, особенно если тебе надо сделать тайно какой-то кадр, чтобы никто не заметил, то телефон оно такое. У меня, конечно, мечта когда-нибудь лейку себе купить. Пока я не знаю, зачем она мне нужна, но вот хочется почему-то. Каждый, наверное, фотограф мечтает о лейке. В принципе, я могу ее купить, но сколько там, 8 тысяч стоит. Но зачем она мне нужна, я пока еще не решил. Если там скажут, что Тибрис полгода конец света, первым делом я куплю лейку. Куплю фотоаппарат и буду снимать, как люди готовятся к концу света. Я придумал фотопроект. Кстати, а вы на кладбище были вот в этом? Байкове, или как он там называется? Там очень интересная архитектура. Там есть крематорий. Да, но с точки зрения архитектуры он очень круто сделан. Он такой советский монументализм, с готикой определенной. Там на самом деле очень большой проект был. Там должен был быть барельеф 45 метров в длину и, по-моему, 18 в высоту. Я врать не буду по стандартам. И они его начали делать, этот барельеф, а там типа было с точки зрения религии очень интересно. Вообще не только религии, мифологии. А потом пришла, ну, когда советская власть посмотрела, что они там делают, и все закатали бетоном. И вроде там сейчас его восстанавливают. Но очень интересно, как архитектура вообще просто. Я на самом деле люблю ходить на кладбище в разных странах, потому что в разных странах по-разному к этому относятся. Кладбища разные. Я даже, наверное, с точки зрения схожу, как посмотреть визуал.
Меня не пугает там ни могилы, ни такое, как бы. А посмотреть на вот какой входной ансамбль красивый. Ну, смотри, это же архитектура. Правда, хотели снести этот забор вообще весь, который, собственно говоря, является визитной картой из всего кладбища. Чего вы должны бояться смерти, если она в любом случае придет? Это как бы бояться... Это получается всю жизнь жить в боязни. Ты можешь умереть от чего угодно. Кирпич на голову упал, споткнулся не так, посмотрел не на того. Как тебе суждено прожить, так и будет. Больше, конечно, пугает там смерть близких, когда ты теряешь кого-то к себе, ну, себе близкого. Это, конечно, больше пугает, чем, например, собственная смерть. Потому что как бы ты умер, ты уже ничего не чувствуешь. А так к этому я отношусь. Меня это не пугает, я не боюсь, не расстраиваюсь. Как бы это все для меня природное, так сказать. Идемте смотреть. Больше похоже на какое-то, значит, инопланетное такое место. Вот эта дверь, например, куда она там ведет? Для меня смысл жизни, наверное, не наслаждении, а в самой жизни, не существовании, что мы не должны жить ради чего-то. Ну, понятно, мы все живем ради чего-то, ради детей, ради всего. Но когда грань переходит от жизни к существованию, когда ты, например, живешь другим человеком, например, в любви, бывает такое, что люди влюбляются так, что забывают о самоидентификации, о себе и живут заради другого человека. Также бывает и когда люди, матери, живут с детьми. Ну, когда на первых этапах, то понятно, то мать защищает детей, ну и семья. Но когда, например, ребенок вырастает и родитель забывает о том, что у него есть своя собственная жизнь, вот. Для меня жизнь — это вот жить. Наверное, как бы, так сказать, глупо не звучало. Жить не в плане то, что там дышать, есть и спать, а именно наслаждаться, любоваться, раздвигать границы какие-то, пробовать новое, не бояться пробовать новое, смотреть по сторонам. Потому что люди бывают зацикливаются на одном моменте жизни, и все. Будь то смерть, будь то рождение, будь то еще что-то. Крым — это то место, куда ты должен вернуться, и у тебя должно быть то чувство, что ты можешь все бросить и спокойно вернуться в Крым, в свой дом. Как бы, когда ты выходишь замуж за мужчину и переезжаешь в его дом, у тебя все равно остается то чувство, что твой дом — это родной твой дом. Как бы ты можешь вернуться к нему. Вот так же и с Крымом. Это ты в любое время можешь туда вернуться. Ну, не все, конечно, туда могут вернуться, но у тебя должно быть это чувство, и ты все время можешь там, что тебя ждут.